Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Вы просили меня провести общий расклад Таро, диагностику отношений на влияние, в том числе и на магические. Поэтому сегодня я предлагаю вам посмотреть общий расклад Таро, но мы его разобьем на два варианта. Вы можете ориентироваться по вариантам, первый или второй, но я могу вам еще предложить сориентироваться по знакам зодиака, либо по стопке знаков зодиака. Ну, соответственно, допустим, в первой стопке, да, будут эти знаки зодиака, а во второй стопке будут эти знаки зодиака. Поэтому определяйтесь с номером расклада, всего их будет 2. Со своим знаком зодиака, может быть, со знаком зодиака партнера. И если ваш знак зодиака и знак партнера в одном раскладе, хорошо, а может быть в одном и втором. В одном ваш знак зодиака, например, а в другом будет знак зодиака партнера. Тоже можно посмотреть тогда два расклада и взять какое-то среднее арифметическое. На каждый расклад, на каждый поток я выделю ровно по 10 минут. Поэтому начнем мы с первого расклада. И в первом раскладе актуален для знаков зодиака Лев, Рыбы, Скорпион, Весы, Водолей и Близнецы, друзья. Итак, начнем, посмотрим. Потоковое чтение, вопросы я никакие не загадывал, специально шаблона нет. Вот что будет идти с потока, пока сыпется, да, пока идет время, истекает, да. Будем смотреть. Ну, давайте первое, что я хочу посмотреть, это энергии женщины в этих отношениях, энергии мужчины, ну и что между вами, да? Не, какая энергия между вами, вот так посмотрим. Какая энергия между вами. Итак, давайте смотреть, в каких энергиях пребывает именно женщина. Женщина считает, что ее обманывают, что с ней поступают как-то нечестно, несправедливо. Женщина пребывает в энергиях медузы или в энергиях несправедливости. Но что такое несправедливость? Несправедливость – это не весы. То есть женщина пребывает в энергиях нестабильных, неспокойных и непартнерских. То есть априори у женщины могут быть нестабильные отношения из-за того, что она в нестабильных энергиях. Почему эти энергии у нее нестабильные, это уже отдельный разговор, да. То ли это будет отдельная какая-то диагностика, да, мы видим просто сами энергии здесь. Энергии мужчины. Мужчина пребывает в энергиях регенерации, то есть, по сути, он проходит аркан 13, либо он находится в руне, которая называется Эйвас, да, то есть такой часть Калаврата, да. Но я скажу так, мужчина восстанавливается, у него нету излишнего ресурса, и если женщина нестабильна и считает, что с ней все несправедливо, то у мужчины просто нету сил. Мужчина не тратит столько энергии в этой ситуации, сколько мог бы тратить или тратил раньше. То есть мужчина стал пассивный. Почему? Потому что он восстанавливается. Из-за чего он восстанавливается? Ну, после любой какой-то либо сложной жизненной ситуации, может быть, после ситуации в отношениях. Обратите внимание, здесь у женщины медуза Горгона, да, эти головы медузы, а здесь мужчина режет этих змей, да, эти головы змей. Соответственно, что делает мужчина? Мужчина борется с женщиной, и женщина в этой борьбе считает эту борьбу несправедливой. Считает ли мужчина эту борьбу справедливой? Возможно. Но здесь дело не в том, что считает он, а в том, что считает женщина. Он просто борется здесь с женщиной. И такое ощущение, что женщина и мужчина ведут борьбу, по мнению женщины, несправедливую.
Что здесь? О, да тут смотрите, сплошные змеи. И между вами стойкость. Давайте я так скажу. Смотрите, у женщины целая голова, да, змей. Как будто бы женщина здесь для мужчины источник проблемы, с которой мужчина как будто бы борется, да. Но между ними целая охапка змей и устойчивость. Что между вами? Какая энергия между вами? Несмотря на то, что женщина считает, что что-то несправедливо или нечестно, да, а мужчина с этим как будто бы борется, как будто бы с женщиной, я бы сказал, что ваши отношения еще достаточно крепкие здесь и устойчивые, несмотря на то, что происходит между вами. И если это плохое что-то происходит, то нужно отдать должное вашим отношениям. Но если у вас все хорошо, то тогда, возможно, дальше и нет смысла смотреть, да, потому что, может быть, вы просто зашли посмотреть, а этот расклад просто тогда, естественно, не для вас. Но, тем не менее, что несправедливо по отношению к женщине в этих отношениях? С чем или после чего регенерируется сейчас мужчина? И благодаря чему ваши отношения до сих пор еще устойчивы на том уровне, который вы имеете здесь и сейчас? Итак, что несправедливо у женщины? Да? Почему женщина считает это несправедливой? Женщина считает, что эти отношения идут каким-то путем, который нечестный, несправедливый, неоткровенный, неискренний. Да? То есть это неискренний путь. Женщина считает, что таким способом дорога в отношения может быть либо долгой, либо неэффективной. То есть вот для нее дорога, да, вот сам путь, сам способ этих отношений, он несправедлив. После чего восстанавливается мужчина? Мужчина восстанавливается после колебаний, мытарств и какой-то очень серьезной нестабильности. Кого в первую очередь здесь лучше проверять? Мужчину или женщину? Мужчину. Смотрим дальше. Благодаря чему ваши отношения до сих пор еще не рассыпались, не развалились, да? Либо у вас, у обоих очень сильная защита, либо очень вы сильны оба, либо очень сильная воля, выдержка, сила воли, устойчивая психика. Но вот все это благодаря этому. Почему? Между вами князь тьмы. Либо вы оба, либо кто-то из вас очень хорошо наладил связь с темными силами, и из-за этого эти отношения устойчивы. Стойкость обеспечивает князь тьмы, либо на вашу стойкость влияет князь тьмы. Если что-то нечистое между вами, да, скорее всего. Давайте спросим, источник этого князя тьмы, он откуда идет? Кто его вам сюда положил в этот расклад, да, вот так? У вас есть соперница, либо персона, человек, который прикидывается безобидным. Возможно, в этой шкуре овечьей скрывается либо тигр, лев, либо волк, либо лиса. То есть есть некая женщина, скорее всего, женщина. Если это... Бывает такое, что мужчины прикидываются, да, овцой. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Давайте спросим, как влияет эта овца на дорогу этой женщины и на колебания этого мужчины. Влияние овцы на дорогу женщины и на колебания мужчины.
Ну, как минимум, эта овца заставляет женщину гадать, ходить к гадалкам, да, может даже к Алехандру обращаться, да, ну, или быть в нестабильном состоянии, да, гадать, догадываться, угадывать. Может быть, она стимулирует какое-то качество в женщине, да, там, эзотерическое, да. Но, тем не менее, она не вносит ясности в дорогу этой женщины, то есть, вас, если вы женщина, и как минимум заставляет очень сильно сомневаться в искренности партнера или в результате этих отношений. Соответственно, как влияет эта овца на вот этого мужчину? Ну и как минимум она тоже сбивает с толку и мужчину, и женщину. Мужчину она сбивает с толку сильнее, потому что мужчина здесь просто боится делать какой-то, может быть, резкий шаг, да, решительный шаг, может идти на откровение. Как минимум, мужчина здесь съедается либо страхами, либо какими-то своими демонами. Да? Напрямую вопрос. Черная магия здесь, она есть или как она проявляется? За счет чего она проявляется и есть ли она? Здесь черная магия, скорее всего, проявляется таким образом, что у мужчины могут быть проблемы на работе, в делах, да, в бизнесе, на руководящей должности и с финансами. То есть, как вы будете замечать здесь эту магию, эта магия этой овцы будет бить по карману либо по кошельку. Время истекло, но я хочу просто, вам совет дать, такой месседж, да, что вам делать в этом случае. Что рекомендуют карты Таро, да? Сплетники, вам нужно как минимум обсуждать эту ситуацию с кем-то, может быть, с друзьями, с подругами, с психологом, с тарологом, с магом. Вам это нужно обсуждать. И что еще делать? Вам, с одной стороны, нужно обсуждать, но с другой стороны, посмотрите, если вы прямо очень сильно обсуждаете, то тогда, возможно, вам наоборот нужно блокировать информацию и сужать круг общения людей или сужать круг людей, которые имеют доступ к информации о ваших отношениях. Вот такой вот месседж. Друзья, я думаю, что вот такой экспресс-формат максимально подойдет вам. И, может быть, если вам заходит такой формат, то на будущее мы будем так по 10 минут разбирать по 2 варианта, чтобы не намешивать, да, не нагружать. Потому что 2 варианта – это всегда коротко, лаконично и понятно. А 3 варианта уже человек может колебаться. Если вам по 2 варианта заходит, пишите, и мы продолжим. Хорошо. Давайте посмотрим расклад номер 2. И он, естественно, будет актуален для всех знаков зодиака, остальных 6 знаков зодиака, которые не вошли в первые, да, а именно, что это за знаки зодиака. Давайте смотреть, уже открывать, естественно. Первый знак, это Козерог, второй знак Телец, третий Овен, прям все рогатые, потом идут Раки, Стрельцы и Девы. Настройтесь, пожалуйста, на свою ситуацию. Если у вас один знак зодиака там, а другой там, тоже послушайте. Давайте начнем с того, что происходит. Да? Вот первое, что я хочу здесь посмотреть, это не энергии, в которых вы находитесь, да? А что происходит в ваших отношениях. Да? Вот так. Смотрите, в этом раскладе и в этом раскладе выпадает одна и та же карта. Поэтому у кого особенно резонирует, у кого знаки зодиака по партнерам рассыпались, да, на 2 половины, у вас в принципе одно и то же. Да? Похожая ситуация. То есть идет нечестность, нестабильность, возможно, манипуляции, обман. Как минимум в женской голове вот такое
И это не мысли, да, там, или не тараканы, это уже как бы змеи шуршат, да. С одной стороны, может быть, это страхи, а с другой стороны, это агрессия, да. Хорошо. Если происходит несправедливость, что чувствует женщина? Чувство женщины и чувство мужчины, но не друг к другу, а внутреннее состояние, да, вот как энергия, но только внутренние чувства. Что при этом чувствует женщина? Вуаля, смотрите, как интересно бывает, да, вот хочешь, да, чтобы так случилось специально, а не получится, а нет, вот сегодня так должно быть. Это карты, если вы выбрали второй расклад и не смотрели первый, это карты из первого расклада, поэтому посмотрите еще первый расклад, если вы сразу зашли на второй. Ну, а если вы смотрите второй после первого, ну, вы, естественно, уже смотрите ситуацию похожую. Но, соответственно, женщина в каких энергиях? Она чувствует, что с мужчиной что-то не так, потому что он в регенерации идет. И она чувствует, что мужчина, по сути, борется с ней, с ее мыслями, с ее, как бы, может быть, даже лучшими побуждениями. По сути, женщина хочет как лучше, а получается как всегда. Да, вот так получается. Что чувствует при этом мужчина? Мужчина чувствует, что это как бы любовь, но при этом он как бы борется, потому что карты повторяются. Понимаете, да? То есть он как бы борется с женщиной, и он чувствует, он пребывает в любви. Да? И может быть он думает: боже, а почему у нас такая любовь? Почему мы так вот друг с другом боремся? Поэтому вот во втором раскладе можно ли сказать, что мужчина любит женщину? Да. Но при этом происходит некая борьба с элементами первого расклада. Обязательно посмотрите. Хорошо. Что есть нечестно в этих отношениях? Что есть неправдой? Или где тайна неправды, где она скрыта? Здесь нету правды, и неправда идет, к сожалению, от огня. А огонь – это мужчина. Правда или неправда, точнее, скрыта в мужчине. Хорошо. Что скрывает мужчина от вас? Он, может быть, скрывает, что не хочет вас отпускать. Он может скрывать, что он по поводу вас магичит на вас, чтобы не отпустить вас. А может, скрывает паучью магию. Но эта магия на вас или на него, это уже как бы отдельная история. Мы ее сейчас не будем раскрывать. Хорошо. Любит ли вас загаданный мужчина? Скорее всего, да. Особенно если он брутальный. Особенно если он уже после 40 здесь. Такой, видите, воин, образ явно после 40, да, идет. Особенно если он сам воин. Военный, полицейский, имеет отношение к оружию, к юриспруденции, государственным службам. Особенно если он блещет умом. Если он знак зодиака Водолей, Близнец или Весы. И если вы, знаете, он вот такой вот жесткий человек, да, и вы чувствуете доминирование его силы воли и так далее, да, вот такое. Хорошо, чего вы не знаете в этих отношениях? Или что именно вам не открывает мужчина здесь? Мужчина в этих отношениях не открывает свои интересы, и вы не знаете, в чем интерес каждого из вас. И имейте в виду, здесь козел, а там в первом раскладе, там князь тьмы, он тоже рогатый. Эти два расклада, они полностью симметричны. И что это за паук, мы сейчас с вами открываем, просто даже не задавая вопроса. Да? Вот как бы он сам себе отвечает, задает вопрос, этот паук. А что я за паук такой? Что это за такая сеть? Да? Что это за ловушка такая? А это ловушка несвободы. То есть, как минимум,
мужчине двигаться навстречу к женщине не так-то и легко. Почему? Потому что у него есть долги, обязательства, правда, неправда, обстоятельства. То есть этот корабль как бы идет, не может выйти из одной гавани, чтобы попасть в океан надежды. Вот так. Слышите, да? Океан надежды. Вы случайно не надежда? Или не надежда ли вас начинает покидать в этих отношениях? Хорошо. Руна Тивас, да? Какие цели у мужчины в этих отношениях? Мужчина хочет либо полностью изолироваться, тут уже смотрите по ситуации, либо развязать Гордеев узел, который возник между вами в связи с сложившимися обстоятельствами. Хорошо. Если этот козел магия, то что именно эта магия делает с вашими отношениями? Если козел магия. Если этот козел есть проявление магии, то этот козел, эта магия отсекает или, резко что-то прекращает. Если вы, например, резко прекратили общаться, да, с мужчиной, или он резко вас заблокировал, забанил, да. Хорошо. Кто стоит на пути ваших отношений или что стоит на пути ваших отношений? Эта карта у нас богаче, богатство. То есть на пути отношений стоят деньги. Скорее всего, мужчина многообещающий. Либо отношения выглядят как некая ставка, такая, знаете, ва-банк, да, где поставлено все. Либо пан, либо пропал. То есть этот человек, этот партнер вам дорог, да. И там богач, да. То есть опять там, помните контекст денег, финансов, да. То есть оно влияет на финансы. Но, соответственно, что между вами? Деньги играют большую роль здесь. То есть значимость этих отношений, она для вас очень высокая, и оно может сравни денег быть, да, для вас. Что за блок пытается разбить или разрушить этот мужчина, да? Это сильный блок, но также этот мужчина пытается, возможно, любовью защитить детей, семью и, может быть, ваши отношения. Если это магия, то она отсекает вас. Но если она есть, да, допустим, мы делаем диагностику и открываем, что это магия, да, то что это за магия, что за вид магии такой, да? То есть в первом раскладе эта магия касалась непосредственно богача, да, и там деньги выпали. Здесь деньги, они выпали на пути, да. А здесь мы задаем этот вопрос отдельно, чтобы связать первый расклад и второй. Если это магия, то вам более конкретно ответит человек, который наблюдает за магией. Может быть, какой-то звездочет, гадалка, таролог, человек, который близкий к эзотерике. Поэтому вас второй расклад уже направляет на личную диагностику. Так идет потом. Хорошо, если вы считаете, что не пойдете вы к тарологу, да, за это же надо платить деньги, да. Естественно, откуп должен быть, да, без откупа вы не получите ничего. Давайте, что бы вам сказал ваш звездочет? 3 карты про ваши отношения. Первая, вторая, третья. Давайте назовем это не 3 карты, а 3 безусловных факта, которые вам нужно принять, да, вот так. Факт номер 1. Ваш мужчина, кстати, красавчик, возможно, даже курит или только бросил, да, как-то искоса смотрит на вас. Либо у мужчины есть противоядие, либо вашему мужчине нужно противоядие. Но учитывая то, сколько змей в этой карте, в первом раскладе было много змей, и здесь очень много змей, то здесь есть много отравы. То есть как минимум мужчина восстанавливается после сильного отравления. И третий фактор. Ваши отношения возможно развивать, возможно быть счастливым.
И, возможно, это ваше отношение, которое нуждается в противоядии, но более конкретно, как выглядит это противоядие, его формула или алхімічний состав знає ваш лічний звіздочет. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, почуємось. Па-па.